Привет, друзья, с вами канал Топи, и мы сегодня приехали на Ваганьковское кладбище, чтобы провести сеанс ЭГФ непосредственно на могиле Соньки Золотой Ручки. Я давно хотел уже попробовать такой эксперимент, очень интересно, какие же будут ответы, какой будет от этого эффект. Мы зададим всего лишь 15 вопросов, я думаю, этого будет достаточно. Оставайтесь с нами и смотрите этот видеоролик до конца. А перед просмотром видео я хочу вам порекомендовать канал Гипнофеникс. Ребята занимаются тем, что общаются с потусторонним миром, вызывают духов знаменитых людей, проводят расследования по специально разработанной методике регрессивного гипноза. Уверен, что вам будет интересен такой контент, поэтому подпишитесь на канал Гипнофеникс. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии, а также в описании этого видео. Всем приятного просмотра. А сейчас вы услышите краткую биографию, кто же такая Сонька Золотая Ручка. Сонька Золотая Ручка. Настоящее имя Софья Ивановна Блюфштейн. Родилась в еврейской семье в 1846 году в селе Павонске, Варшавская губерния. Это подтверждают официальные судебные документы. Отец работал бродобреем и потихоньку занимался скупкой краденого. Дома у них всегда было много сомнительных личностей, в основном иностранцев. Сонька знала несколько иностранных языков, обладала даром артистизма и театрального перевоплощения. В 13-14 лет уже совершала мелкие кражи, а в 18 лет девушка вылетает из родного гнезда в поисках лучшей жизни. Замужем была несколько раз, имела 3 детей. В 1860-х и в 1870-х годах занималась преступной деятельностью в крупных российских городах и Европе. Неоднократно задерживалась полицией разных государств, однако без серьезных последствий. В 1880 году в Одессе была арестована за крупное мошенничество и этапирована в Москву. После судебного процесса была сослана на поселение в отдаленные места Сибири. Местом ссылки была определена глухая деревня Лужки в Иркутской губернии. Летом в 1885 году совершила побег с места ссылки. До задержания в 1885 году совершила ряд крупных имущественных преступлений в губернских городах России. 10 декабря 1885 года в Смоленске вместе с дочерью была захвачена полицией. За крупные кражи и мошенничество была приговорена к 3 годам каторжных работ и 40 ударам плетьми. 30 июня 1886 года совершила побег из смоленской тюрьмы, воспользовавшись помощью влюбленного в нее надзирателя. Через 4 месяца после побега была арестована в Нижнем Новгороде. И теперь уже за побег с каторги и новые преступления вновь арестована и отправлена в 1888 году из Одессы пароходом на каторжные работы на остров Сахалин, ныне Александровск-Сахалинский, Сахалинской области, где после 2 попыток побега была закована в кандалы. Всего совершила 3 попытки побега с сахалинской каторги. Подвергалась телесным наказаниям по решению тюремной администрации. В 1890 году с ней встретился Антон Павлович Чехов. Вот что он написал в книге «Остров Сахалин». Это маленькая худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом. На руках у нее кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей теплой одеждой и постелью. После освобождения в 1898 году Сонька Золотая Ручка осталась на поселении в Имане, ныне Дальнереченск, в Приморском крае, но уже в 1899 году выехала в Хабаровск, а затем вернулась на остров Сахалин, пост Александровский. В июле 1899 года была крещена по православному обряду, наречена именем Мария. По некоторым данным, незадолго до смерти Софья познакомилась и сожительствовала с неким Николаем Богдановым, тоже ранее отбывавшим наказание за различные преступления. Утверждали, что он сильно избивал ее, и она попыталась убежать от него в лес. Софья Блюфштейн умерла от простуды в 1902 году, о чем свидетельствует сообщение тюремного начальства, и была похоронена на местном кладбище в Александровском посте. Также на первом участке Ваганьковского кладбища в Москве есть могила, приписываемая Соньке Золотой Ручке. Каждый год на нее приносят цветы и монеты разные люди и загадывают желания, якобы Сонька их выполняет. В начале 20 века были распространены версии о ее успешном побеге и о подставленном лице, отбывающем за нее каторгу. Уже в советское время состарившуюся Соньку Золотую Ручку якобы видели то в Одессе, то в Москве. Еще одна легенда – побег и эмиграция в Соединенные Штаты Америки. В книге Вильчура
о российской иммиграции в Америке 1918 года говорится о том, что Сонька Золотая Ручка находится среди уголовных достопримечательностей Нью-Йорка и якобы живет как добродетельная домовладелица на Ист-Сайде, склонившись с годами к религиозному ханжеству. Сегодня мы приехали именно на Ваганьковское кладбище, чтобы записать ИГФ непосредственно у памятника Соньке Золотой Ручки. Всем приятного просмотра! Я хочу выйти на связь с Сонькой Золотой Ручкой. Мы можем с вами поговорить? Нет? А почему ты не хочешь с нами говорить? Софья, скажите, вы действительно здесь похоронены? Почему у вас такой странный памятник? При жизни вы были не красавицей. Как вам удавалось соблазнять мужчин, которые отдавали вам свои богатства? Вы действительно виделись с Антоном Чеховым? О чем вы с ним говорили? Софья, скажите, вы покинули наш мир из-за простуды? Ходят слухи, что вы подстроили свою смерть. Это так? Болезнь? В советское время вас видели в Одессе и Москве. Это были вы или ваши двойники? На что вы тратили награбленное? Люди приходят на вашу могилу за помощью. Вы действительно слышите их просьбы? Да. Вы помогаете этим людям? Как вам удалось стать такой легендарной личностью? Софья Блюфштейн, спасибо вам за общение. Покойтесь с миром. Вы можете какое-то послание передать, вы сказали, подожди. Мы вас отпускаем, покойтесь с миром.
Ты слышал удар? Или что это Вот было? там могила, вот там что-то то ли упало, какое-то движение было вот на могилке. То есть, когда через спиритбокс сказали «подожди», упало что-то, да? Говорят, что если положить Соньке Золотой Ручки монетку на могилу, на памятник, то это типа на удачу. Ну попробуем, по пятаку положим. Надо попросить ее о чем-то. О том, Да. чего ты хочешь. Будем сейчас про себя просить и посмотрим, будет ли какой-то эффект. Давай. В прошлый раз я просила, у меня эффект получился. Так, сейчас Настя положит. Мгм. Так, а теперь сейчас я попрошу что-нибудь. Так, все. Мы попросили Соньку. Друзья, мы записали ГФ на могиле Соньки Золотой Ручки. Вот позади нас ее могила. Вы уже услышали все ответы. Нам еще придется все разбирать. Спасибо вам за просмотр. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите в комментариях, знаете ли вы что-то о Соньке Золотой Ручке, может быть, чего-то мы не знаем. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр, друзья. И всем пока. До новых встреч.